Сегодня приготовим нарядный двуцветный пирог с творожно-кокосовой начинкой и шоколадной глазурью. Начнем с творожной начинки. Возьмем творог, добавим сахар, яйцо, кокосовую стружку, крахмал. Перемешаем до однородности. Сделаем следующий хитрый шаг. Сформируем шарики с размером в грецкий орех примерно одинаковые и отправим их в морозилку плюс-минус на час. Там они подождут, пока мы не сделаем основу. Для теста нам понадобятся яйца, сахар, ванильный сахар, щепотка соли. Забьем эту массу до бела при помощи венчика или миксера. Добавим сметану, размягченное сливочное масло, взобьем до однородности минуты 2-3. Далее добавим просеянную муку и просеянный какао-порошок, разрыхлитель. Перемешиваем лопаткой аккуратно. Подготовим форму для запекания. У меня разъемная, вы можете взять любую другую. Для разъемной формы на лист для запекания кладем фольгу, 1, а лучше 2 слоя. Плотно прижимаем фольгу к форме. Размер моей формы 18 см. Для такой разъемной формы у меня на канале есть праздничный торт без выпечки. Ссылку оставлю в описании. Смазываем поверхность сливочным маслом, посыпаем мукой. Далее время творожных шариков. Достанем их из морозилки. Кстати, в это время можно включить духовку на 180 градусов, режим вверх-вниз. Пока мы выложим пирог, она как раз поспеет. На дно кладем немного теста, а сверху шарик. Распределяйте кокосово-творожную начинку одинаково по форме. Тогда получится рисунок. Выкладываем оставшееся тесто в форму. Отправляем в духовку на 30-40 минут в середину. Учитывайте особенности вашей духовки. Пока пирог в духовке, приготовим глазурь. В сотейник или другую небольшую форму с толстым дном наливаем сметану, сахар, просеянный какао-порошок. Ставим на медленный огонь и, постоянно помешивая, ждем первых пузырьков. Когда они появились, еще раз перемешиваем и снимаем с огня. Время прошло. Вынимаем пирог из духовки, проверяем на сухую лучину. Даем пирогу немного остыть. Достаем из формы. Для того, чтобы намазать пирог глазурью, я выбрала следующий способ. Взяла лист, сверху положила решетку. Так при намазывании глазурь может капать на лист. В конце вот так лопаткой я сделала неровности. Но можно намазать пирог сразу на тарелке. Украшайте пирог на ваш вкус. Это может быть кокосовая стружка, орехи, сахарная пудра. А у меня соленый попкорн. Почему бы и нет? Такой пирог можно кушать сразу, потому что он без пропитки.